Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Пресс-служба организации в лице актрисы Ирины Муравьевой и Натальи Варлей сообщает о чрезвычайном происшествии. Накануне члены антикоррупционного комитета, известные артисты и близкие друзья Раймон Паулс и Владимир Винокур направились на загородную дачу своего друга, тоже сотрудника антикоррупционного комитета, известного актера Алексея Кравченко. Однако уже вечером произошло непредвиденное событие. На территорию садовых участков заехала незнакомая иномарка без номеров, в салоне которого находилось 4 незнакомых молодых людей. 4 парней были под действием алкогольных напитков и запрещенных веществ, вели себя нагло и неадекватно, приставали к соседям, разрушали садовые участки и портили урожай. Чрезвычайная ситуация заключается в том, что один из преступников-мажоров, 20-летний Иван, является родным сыном министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. Сначала Владимир Винокур и Раймон Паулс попытались сделать замечание молодым людям, однако мажоры еще больше распоясались, стали приставать к известным артистам, соседям и их семьям. Алексей Кравченко сделал 2 предупредительных выстрела из охотничьего ружья в воздух. Однако самый главный зачинщик преступления, родной сын Ольги Любимовой, набросился на известного артиста с ножом. Члену антикоррупционного комитета Алексею Кравченко ничего не оставалось, как применить охотничье оружие против обнаглевшего хулигана. В связи с тяжелыми ранениями, несовместимыми с жизнью, сын Ольги Любимовой Иван скончался на месте до приезда скорой помощи. Дальнейшая ситуация происшествия пока неизвестна. Однако всем 3 членам антикоррупционного комитета вместе с Алексеем Кравченко пришлось проехать в полицию для дачи показаний. На данный момент известные артисты находятся в полицейском участке. По последним данным, министр культуры пока не выходила на связь с Никитой Михалковым. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Известный артист и телеведущий Николай Цискоридзе подал заявку о вступлении в антикоррупционный комитет. На данный момент заявка артиста находится на рассмотрении. В команде по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым новое пополнение. В организацию вступили известные артисты Борис Галкин и Александр Збруев. Члены антикоррупционного комитета побывали на Ваганьковском кладбище и почтили память известного советского и российского актера Александра Абдулова. Александру Абдулову могло бы исполниться 71 год. Лечащие врачи Центральной больницы города Сочи назвали состояние известного артиста и члена комитета Бориса Щербакова критическим. Борис Щербаков, который несколько недель назад получил тяжелые ранения при нападении в городе Сочи, уже 6-й день находится в коме. Другой артист Александр Домогаров, который также получил ранение, пошел на поправку и через несколько дней будет выписан из больницы. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.